Прогулка по центру. Мы часто гуляем одним и тем же маршрутом, и здесь много достопримечательностей и интересных объектов. Поделюсь сегодня с вами сюжетом нашей прогулки. Начинаем мы путь с метро Октябрьская. За зданием банка спрятался небольшой парк, в центре которого памятник-фонтан Змею Горынычу и Кощею Бессмертному. Находится он как раз в том месте, где в XVI веке было чертово городище, поселение татар, культура которых были непонятны славянам. Отсюда и байки про нечистую силу, обитающую в чертовом городище. Фонтан редко работает, но сюда стоит прийти посмотреть на то, как он интересно сделан, и рассмотреть множество элементов фонтана. Кстати, построили его по инициативе хозяев кафе «Кадриль». Далее мы идем мимо жилого комплекса «Флотилия». Это 3 25-этажных дома кораблям, каждый назван в честь великих адмиралов Ушакова, Нахимова и Лазарева. Тут получаются красивые урбанистические фотографии. Рядом течет улица Ипподромская. После пешеходного моста через Ипподромскую мы выходим к швейной фабрике «Синар», основанной в 1921 году. Она входит в топ-10 предприятий швейной отрасли России. Переходим через трамвайные пути, а там первый в России памятник светофору. В 1936 году тут был основан один из первых светофоров в Новосибирске. Пройдя по улице Сибиревко, мы выходим на Красный проспект. Он признан книгой рекордов Гиннесса как самая длинная в мире улица в черте города. На Красном проспекте 1А стоит собор во имя Александра Невского, построенный в 1915 году в актуальном тогда псевдовизантийском стиле, наподобие храма Святой Софии в Константинополе. А это 100-квартирный дом, первый элитный дом в городе с мусоропроводом на кухне и комнатами для прислуги. Построен в 1937 году по проекту архитектора Андрея Крючкова. На площади перед домом стоит памятник ему. Обычно мы сидим на лавочках у здания Государственного концертного зала имени Арнольда Катца, открытого в 2013 году. Повезло, что как раз перед входом я увидела оркестр, который вышел на фотосессию. Переходим через дорогу. В палисаднике у здания детской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Знаете, что камень сзади меня имеет прозвище «Чертов камень». И вот почему. Лежит камень, который имеет свою историю. Он находится здесь с тех пор, как более 100 лет его везли для строительства собора имени Александра Невского. Валун собирались использовать при закладке фундамента. Телега с валунами ехала по Николаевскому проспекту, ныне Красному проспекту, и в какой-то момент камень с нее упал и придавил с собой, по разным сведениям, то ли возницу, то ли лошадь. Камень поднять не смогли, он был очень тяжелый. Бросили его на месте и прозвали его чертовым камнем за то, что он отказался ложиться в фундамент храма и причинил увечья. Следующее здание – Новосибирский государственный художественный музей. Раньше его называли картинной галереей. В музее собрано 11 тысяч экспонатов. Живопись российских художников Айвазовский, Шишкин. Особый раздел составляет собрание из 60 работ Николая Рериха, созданных в последние 10 лет жизни мастера. Также есть графика и скульптура. Поднимаемся выше по Красному проспекту, идем к площади Ленина, самому центру города. А это дом Бэтмен. В одной из башен этого дома находился офис ФСБ. На террасе верхнего этажа собственник квартиры сделал себе бассейн. Новосибирское государственное художественное училище. Его основали в 1984 году.
когда было открыто художественное отделение при Новосибирском музыкальном училище. Обучают тут специальностям живопись и дизайн. Ранее это был дом купца Маштакова. Был построен в Новониколаевске, предположительно в 1903 году. На первом этаже его дома находилось несколько магазинов. На втором этаже жил сам купец со своей семьей. А после революции это первое помещение НКВД. Подвалы этого здания и дома с часами соединены подземным ходом. Историки полагают, что подземный ход мог соединять дом с логовом чекистов. В кирпичных стенах-подвалах обоих зданий несколько лет назад были обнаружены следы от пуль. Есть предположение, что это следы казни людей, поскольку в здании по соседству находился отдел арестов и обысков. Дом с часами – одно из лучших сооружений архитектуры конструктивизма в Новосибирске. В здании конструкции здания принимал участие инженер Никитин, автор Останкинской телебашни. Верхние этажи были жилыми. Здание построено в 1931-1934 годах. И выход из квартиры не в подъезд, а именно в застекленную Г-образную галерею, которая имеет четкий по этажам ритм угловых балконов. Самая старая аптека Новосибирская, аптека номер 2. Это здание уникально тем, что здесь с 1913 года уже более 100 лет находится аптека. Сначала она называлась Вольная аптека, потом Народная. Когда-то в ней жили фармацевты и работали в 3 смены по 120 человек. Там же есть музей аптечного дела. Часовня Николая Чудотворца была основана в 1913 году. Спроектировал ее Андрей Кричков, вдохновленный новгородскими архитектурными мотивами XI-XIV века. А разрушена часовня была в 30-х годах, но восстановлена лишь в 1993 году на пожертвование горожан. Фонтан-каскад в Первомайском сквере Новосибирска сооружался более 3 месяцев и открыт в 1935 году. Краеведческий музей расположен в здании бывшего городского торгового корпуса. Памятник истории архитектуры, построенный по проекту уже известного нам Андрея Кричкова в 1910 году. В цоколе экспозиция «Сибирь в древности. Быт коренных народов Сибири», а на первом этаже история Новосибирской области, на втором этаже временные выставки. А еще с правой стороны здания есть вход в станцию метро Площадь Ленина. Центральная площадь Новосибирска, площадь Ленина, монументальная композиция, памятник Владимиру Ильичу Ленину весом 10 тонн и высотой 6,5 метра с группой товарищей, появилась в 1970 году. Прямо за ними Новосибирский театр оперы и балета, один из ведущих театров России, здание театра крупнейшее в России, театральное здание. Театр был открыт в 1945 году. А переименован в 2016 году в Новат. И история театра настолько глубокая и интересна, что я выпущу о нем отдельное видео, смотрите на моем канале. А если вам понравилась информация и вы узнали что-то новое для себя, то поставьте мне лайк и оставляйте свое мнение в комментариях. Конечно же, подписывайтесь, чтобы не упустить новые, еще более познавательные и интересные видео от меня. Спасибо вам за внимание!